Всем привет, меня зовут Катя, это канал Гудзик DIY. Сегодня я хочу вам показать, как я делала новогодний декор в нежных оттенках для детской комнаты. Можно взять готовую конусную основу или скрутить ее самостоятельно из гибкого картона. Я проклеила шов малярным скотчем для того, чтобы он не топорщился. Сверху еще можно оклеить тканью, для того, чтобы материалы лучше приклеивались и между ними не просвечивался картон. Я еще оберну серебристой мишурой, она придаст дополнительный объем и будет проглядывать в пустотах. Елочку буду делать в бело-серебристом цвете. Разбираю еловую веточку на небольшие кусочки, чтобы было проще распределить ее по поверхности. Центральную ветку разрезать не получилось, так как в ее основе толстая проволока. Поэтому ее буду приклеивать целиком, слегка закручивая по спирали. Очень маленьких елочных игрушек я в продаже не нашла, поэтому вместо них елочку будут украшать маленькие клубочки. А чтобы они были совсем легкими, вовнутрь прячу шарик из фольги. После клубочков приклеиваю шляпки от желудей. В таких работах стоит сначала приклеивать более крупные элементы и заканчивать самыми мелкими. Еще буду использовать шишки ольхи. И длинненькие, и круглые – это шишки одного дерева. Свою елочку буду делать заснеженной. Хочу, чтобы она была покрыта очень плотным слоем снега.
Поэтому нанесла его до приклеивания блестящих украшений. Снег нужно сначала хорошо просушить, иначе термоклей не будет держаться на влажных поверхностях. Буду использовать два вида ягодок: белые глиттерные и серебристые сахарные. Хочу еще добавить маленьких блестящих веточек. Я сделала их из фоамирана. Сначала вырезала маленькие листики приблизительно одного размера, нагрела их на утюге, чтобы они немного выгнулись, и приклеила на тонкую проволоку. За счет того, что я использую только белый и серебристый цвет, такое обилие декора не будет выглядеть наляписто. Так как в елочке я использовала природные материалы, думаю, подставка из деревянного спила отлично будет смотреться. Ее тоже можно слегка заснежить. Верхушку я обмотала белой бельевой веревкой и сверху приклеиваю маленькую елочную игрушку в виде звездочки. Такую елочку можно сделать из совершенно простых природных материалов. Тут вообще, в принципе, можно использовать любые бусины, пуговицы, все, что есть у вас дома. И результат каждый раз будет получаться разным. Ну а теперь веночек. Для него я уже не буду использовать природные материалы. Они будут сочетаться с елочкой только за счет серебристого цвета. Для начала нужно скрутить основу из толстой проволоки. Она не очень хорошо держит форму, все время норовит распрямиться. Поэтому я дополнительно обматываю ее тонкой бисерной проволокой. Веночек, как и елочку, делаю в детскую. Комната оформлена в сиреневых и фиолетовых цветах. Поэтому я подобрала пушистую пряжу очень нежного и подходящего мне оттенка. Плотно обматываю ей месяц, чтобы не было никаких зазоров и он выглядел объемно. А оставшуюся проволочную основу задекорирую парчевой серебристой лентой. Мне очень нравится, как эти цвета сочетаются между собой. Тут я использую точно такие же веточки хвои, но уже голубого, а не белого цвета. Чтобы работа была более аккуратной и лишний клей нигде не торчал, я их пришиваю к обмотанной основе.
Для украшения венка взяла готовые глиттерные веточки. Можно сделать их из фоамирана, как я сделала для елочки. Нижнюю веточку приматываю проволокой от сахарных ягодок. Совсем немного сбрызгиваю их снегом. И пока он сохнет, вырежу лепестки из глиттерного фоамирана. Шаблоны с необходимым количеством лепестков вы найдете в описании. Немного нагреваю их на утюге и растягиваю края. Сперва делаю защипы, а после склеиваю все лепестки между собой. Формирую цветок, напоминающий пуансетию. Нижний ярус более крупные, а верхние лепестки поменьше. Цветы приклеиваю от большого к маленькому, а сердцевинку делаю из серебристой ягодки. И с этой стороны можно добавить ажурных веточек, чтобы венок был более пышным. Ну и чтобы серединка не была совсем пустой, подвешиваю маленькую фигурку оленя с колокольчиком. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, жду ваших комментариев, в какой цветовой гамме вы любите наряжать свой дом. И также не забывайте поддерживать это видео лайком, конечно, если оно вам понравилось.